Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я встала рано сегодня. Сейчас уже 6:30 утра. Это прям для меня, хорошо сейчас. Еще пока тут огоньки. Я буду умываться. Собираюсь. Так, ищу маску глиняную от Faberlic. Сейчас надо вытащить все оттуда. Вот она, хочу ее сейчас сделать. Axiology, которая. Потом. Так, сейчас все это надо обратно запихать. В общем, ее сделаю. Умоюсь этой штукой от особой серии пенкой. Тоник, естественно, потребуется. А сейчас буду готовить завтрак. Все стандартно, как всегда. Овсянка, хлебец доктор Кернер. Но в этот раз без сыра, потому что я не успела его купить. Поеду только сегодня, поэтому обойдусь без сыра. А тем временем маска на лице у меня. Пью воду теплую, лимон, имбирь. Так, ушастик пришел. Что-нибудь просить вкусного. В общем, там у меня будет ливерная колбаса. Там помидорка. И салатный листик. Я, как всегда, все взвешиваю. Кофе сегодня у меня будет чуть-чуть побольше порция. Одна, но побольше. Я так подумала, что в самый раз. Да, еще на бутерброд авокадо будет. Кофеварка включится, когда ей положено, она по таймеру у меня. Как раз все будет готово. Я еще яблоки режу. В этот раз я решила не натирать яблоко, а просто порезать. Каша готова. Также будет финик и чайная ложка меда. Как раз включилась кофеварка. И через 5 минут выключится. Дальше я ее уже просто с телефона включу. Бутерброд готов. Взяла еще кофе. Сейчас запущу второй раз. Хочу сегодня немножко больше порцию. Сейчас включу. О. И можно есть. Мой завтрак. Вот как раз большая кружка кофе. Салатный лист выглядит не очень сверху. Надо было его вниз положить. Так как-то совсем было бы печально. Еще у меня просто вода тут стоит. Свечка, салфетка. Как водится. Так, сейчас буду наносить всякие уходовые средства. Убрала мыло Шпайк. Это у меня Карина от Фабрики Свободы. Это я маленький прыщик вскочил. Так, точечно нанести. И вот этот крем под глаза. Сначала вот тот, бабка Агафья, а сверху крем вечер. Я стараюсь его днем наносить. А теперь приготовлю на ужин овощи.
Я как раз кабачок взяла, морковку, огурец. Кабачки потушу, как всегда, просто на воде. Мне очень нравится и аромат, и вкус. Ну и, в общем, посуду помыть нужно. В планах сегодня съездить в Ашан. Во всяком случае, хотелось бы. Но нужно влог еще смонтировать, лайф-влог, хобби-влог. Это вся чистая посуда тоже сейчас буду разбирать. Это пока быстро помыть, тоже, наверное, все положить. По идее, нужно все попытаться успеть быстро сделать. Овощи натираю для салата. Туда же пойдут отруби. Отруби у меня, кстати, тоже вместо 40 грамм 20. Вот это, знаете, очень важно, когда придерживаешься правильного питания, чтобы все было в наличии, чтобы не было таких моментов, что что-то не готово, что-то не успела приготовить, потому что вот именно из-за таких моментов бывает вообще много чего срывается. Сковородка, вода, в салат чайная ложка масла кунжутного, отруби, ну и в холодильник. Это антибиотики выпила. Завтра еще один день нужно пить. Но результат есть, что меня порадовало, потому что в первые несколько дней мне было не очень. И я, честно, не думала, что пройдет. Но оказалось, что утихает все постепенно. Обезболивающий днем не пью. Сейчас буду краситься, собираться. Так, это гречка мне. Ну и вот приготовила еду. Сейчас поем и поеду. У нас вон шикарная погода. А это дверной глазок. Вот там вот кто-то лежит, какой-то алкоголик. Давненько у нас вообще такого не было, но вот случилось. Вот как из дома выходить, непонятно. Как-то даже стрёмно. Этот алкаш продолжает лежать, а погода тем временем просто шикарная. В самый раз гулять и гулять. А я сижу, жду, пока он куда-нибудь вообще уберется. Он там пьет. Ужас. Наконец-то я в авиапарке. Вот сколько сюда прихожу, мне тут все всегда нравится. А я там не была какое-то время, ну, наверное, недели полторы плюс-минус, я, конечно, не засекала. И могу сказать, что прям соскучилась и еще больше эмоций. А тут уже столько осенних красок. Не только зеленые деревья. Это, конечно, так здорово. Но сейчас уже чувствуется, что начинает к вечеру холодать, все-таки осень. Лучше было выбраться пораньше. Посмотрите, какая красота. Здесь вообще энергетика супер, и мне кажется, что у каждой вот этой аллеи своя энергетика, которая настраивает на какие-то определенные моменты. Шикарно. Ну и вечер, сейчас я уже пойду в Ашан за покупками, за необходимыми. Сильно много ничего не надо, но кое-что нужно приобрести именно в Ашане. Тоже тут решила вам поснимать. Кафешки здесь. Везде там туалеты есть тоже. Уже в Ашане. Посетила здешний туалет, помыла руки. У меня очень замерзли руки, прям сильно-сильно, поэтому грелась. Там теплая вода. Ну, кстати, в парке тоже теплая вода есть. В туалете мыла. Ашан. Осенняя коллекция. Декор, цветы. Горшки такие нежные, пастельные.
Шикарно, просто вообще такая красота, нежнятинка. Ну и вовсю к тыквенному праздничку декор, бабки-ёшки всякие. Мне нравится, как тут все подбирают, так красиво. Отлично, вообще цвет мой любимый. Тут посуда тоже по коллекциям. Это тоже все типа к осени. Звериная коллекция. Посуда очень красивая. Сервировка. А здесь немножко потестировала тональный крем, так чисто для интереса. Кое-что искала от Vivienne Sabo, консилер, но здесь не нашла, видимо, на Валбересе надо. Я дома и сейчас покажу, что я купила. Во-первых, я купила кефир 1% от марки «Каждый день». Так, сейчас скажу. Он стоил 40 с чем-то рублей. Вот. По ГОСТу все такое. Упаковка пустая, потому что я залила гречку кефиром. Дело в том, что вообще я заметила, что вот где-то уже месяца полтора. У меня вообще так всегда происходит. Я делаю все интуитивное для своего организма. В итоге, в принципе, оно оказывается правильным. Ой, да, эта свечка капнула, надо будет сейчас. Все равно буду убираться. И мне, после выхода, да, из лечебного голодания я как-то правильно подобрала продукты, потому что потом, когда я там стала читать про какие-то свои такие моменты, я поняла, что это прям точно, например, яблоки, сливы, тыква, это все, что мне как раз-таки необходимо. Кефир, ну и многое чего, то есть, в принципе, я все правильно сделала, прислушиваясь к своему организму. И буквально вчера я поймала себя на мысли, что я очень хочу гречку с кефиром. Но я знаю, что гречку едят даже, я-то ее просто ем без всего, по сути дела. То есть без соли, без сахара. Вообще ее едят и с сахаром, жарят на сливочном масле, обжаривают, и с молоком, понятное дело. А мне почему-то захотелось с кефиром, но у меня дома так никто не ел, поэтому я стала читать, думаю, вообще так едят или нет. Оказалось, что да, и даже делают разгрузочные дни. Вот. И тут так все совпало, получилось, что я сейчас на антибиотиках, но завтра как бы последний день. А я еще вчера, помимо того, что я поняла, что я хочу гречки с кефиром, я решила, что вот уже прошел месяц со всего этого дела. И вроде как, по-моему, однодневное голодание практикуют раз в неделю, по-моему. Но я знаю, что для моего организма это будет не очень. То есть 7-дневное, там 10-дневное, это раз можно там в полгода, в год. А вот однодневное, по-моему, раз в неделю, я боюсь соврать, надо перечитать. Но мне это будет точно слишком не нужно. А вот раз в месяц я подумала, что это будет очень хорошо разгрузить желудок. 1-2 дня просто вообще идеально. И как раз я хотела завтра этим заняться, но поскольку я еще завтра буду пить антибиотики 1 день, то это отменяется, потому что, понятное дело, на голодный желудок это не вариант. И тут как раз я прочитала, что делают разгрузочные дни кефир с гречкой. Вот просто, знаете, идеально зайдет. Тем более, что для любой голодовки в теории как бы нужна небольшая подготовка, но я тут могу поспорить, но дело в том, что вот сейчас все складывается идеально. То есть завтра у меня будет день на гречке с кефиром. Вот сейчас настаивается в холодильнике. А как раз через день будет однодневная голодовка, 1 день выход. Вообще просто все супер. И еще сегодня я как-то во второй половине дня подумала,
что, наверное, надо себя чем-то побаловать внепланово. Ну, я так еще подумала, что бы я хотела. А я, честно, хотела попробовать новинку от Snickers. Но она, новинка уже, так сказать, давнишняя. Сейчас я даже найду упаковку. В общем, я очень захотела попробовать. Хотя я не могу сказать, что я сладкоежка. Я даже сохранила, потому что я не запомнила. Короче, арахисовый крем. Вот. Ну и как раз думаю, вот удобный случай попробовать Snickers. Мне, кстати, понравилось. Вполне. Тем более там 4 маленьких батончика. Но я как бы могла бы попробовать и, например, в воскресенье. Но знаете, как бы один маленький батончик это как-то не очень, а большое количество это тоже перебор. А для дней перед разгрузкой и голодовкой это отлично. Еще я взяла на развес малюсенький баунти. Мне захотелось попробовать. Я увидела видео Амари Лайф. У нее муж любит баунти замораживать и потом уже пить с кофе. Потому что, ну, ему как бы нравится, что, ну, вот он как-то так тает во рту. Но знаете чего? Вообще вкусно. Но вот для меня, для моих зубов проблемных, в идеале, наверное, если уж иногда так баловаться, то баунти разрезать на очень мелкие кусочки, вот в таком виде заморозить, чтобы не нужно было откусывать. Тогда, я думаю, я бы насладилась. Да, кстати говоря, видео про 7-дневное лечебное голодание, про выход, про питание, про многое, я вам обязательно сниму видео, я про это помню, просто я хочу немножко так собрать информацию побольше на своем опыте и через какое-то время все это отснять. И это обязательно будет. Ну так вот, ладно, я так отошла от дела. Просто я объяснила, почему я решила купить, ну как сказать, кефир уже тут, бутылка пустая. В общем, там еще нужно в конце дня стакан кефира выпить, поэтому это я все уже разделила. Также я взяла вот такой вот красивый цветок за 84 или за 86 рублей. Это на кладбище. Но я потихоньку подкупаю какие-нибудь такие цветочки, потому что вообще нужно было бы съездить где-то в мае на кладбище, но у меня, в общем, все не получалось. Но я скоро выберу время и съезжу. И вот сегодня нашла вот такую красоту. Я уже рассказывала, что мне нравится, вот чтоб, как сказать, я никогда на кладбище не приношу свежие цветы, потому что, ну, как бы завянут они. А что касается искусственных цветов, то у меня тут такая золотая середина. Я не ношу никогда дешманские цветы, которые прям видно, что они искусственные, но супер натуральные я тоже не покупаю, потому что я знаю, что это быстренько утащит. Но у нас такая практика, к сожалению, присутствует. Я выбираю вот такие, которые выглядят вполне себе естественно, но все же, если присматриваешься, видно, что это искусственные. Вот, но их не стыдно положить на могилу. Поэтому тоже вот такой цветочек. А к слову, я вообще люблю искусственные цветы, потому что, да, они у меня есть дома, красивые, потому что их можно просто протереть от пыли и все. И я могу их поставить туда, куда я хочу. А живые цветы, это все прекрасно, но им нужен свет, допустим, или там еще что-то. А я, может, в туалет их хочу поставить, понимаете? А там нет света. Можно сделать освещение, но я не вижу надобности тратиться на это. Ну, как бы, зачем? Дальше купила я вот такие салфетки, как всегда. Это для просто бытовых нужд. И на стол я купила вот такие вот, типа эко. У меня уже были такие, мне их хватило надолго. В общем, приобрела. Вот эти стоили, по-моему, 17 рублей. Здесь 100 штук. А здесь эти 20 с чем-то рублей стоили. Да, это эко-линия. Бельгийская бумажная фабрика. А сколько здесь штук-то? 50. Ну, в общем, хватит надолго. Так, следующее, что я взяла груши. 5 штук.
одну на поесть, потому что, ну, как бы, это уже когда я выйду из однодневного голодания, все такое как раз потребуется. Ну, например, сделаю кашу. А 4 груши я сделаю такой джем. Я купила специально маленькие баночки, такие красивые, если кто помнит, ну, кто впервые на канале, вот такие в Ашане взяла. Как раз на джем. Это к бельгийским вафлям я буду делать с апельсином, с лимоном и с грушей. Вообще я люблю брать, раньше любила в Ашане, Ашан с птичкой. Там совершенно потрясающий джем вот с апельсином есть, с грушей, очень советую. Но я хочу сейчас сама сделать, потому что мне нравится готовить. Тем более, что теперь у меня есть кого угощать. Ко мне приходит на занятия ученицам, такая маленькая, юная. Мне есть теперь кого угощать. Значит, я взяла отруби доктор Диас, потому что в Инстаграм у Кати Путяковой я увидела рецепт ПП пирога, очень классного, который быстро готовится. И, в общем-то, там нужны какие-нибудь отруби мелкие. Я взяла такие. Дальше буду баловаться, как всегда, омлетом. Это у нас удобное яйцо Грову, 18 белков. Есть отдельно желки, есть все вместе. Ну вот мне нужны именно белки. Взяла 2 пачки гречки по 57 рублей, одну себе, одну собаке. Вот это стоило, знаете, я потом по чеку посмотрю, потому что груши стоили 109 рублей за килограмм, у меня на 66 рублей. Это, по-моему, 88 стоило, гречка 65. Да. Дальше. Сейчас подвину к себе другую сумку. Я, кстати, с авоськами хожу. Одна женщина с ребенком прошла, говорит, как прикольно. Купила морковку. Везде она по 29, а там по 22,49. У меня на 35 рублей 26 копеек. А завтра натру. Также я запаслась овощами. У меня закончился, очень долго лежал горошек зеленый. Я его редко куда-то применяла. Ну а когда я выходила из лечебного голодания, я делала суп и пюре, и мне очень понравилось. Поэтому взяла вот такой горошек зеленый, 400 грамм. И еще я взяла фасоль нарезанную. Тоже цену потом скажу. Взяла рис. Буду делать корзиночки. Также я приобрела отруби овсяные доктор Диас. Ну вот эти ого, которые называются, они мне нравятся. И в Ашане они даже дешевле, чем везде. Но я взяла вот эти, потому что там был большой выбор. И вот эти, и эти, но как бы эти по качеству лучше, потому что я сравнивала вот это БЖУ, белки, жиры, углеводы, и получается, что углеводов, я сейчас точно не помню, по-моему, углеводов здесь больше, но калорийность меньше. Ну, то есть они как бы пополезнее, вот эти и вот эти. То есть это на пирог, это у меня с кефиром идет и в салатике. Потом я еще приобрела влажные салфетки, одну упаковку, 80 штук, 49 рублей. Также на супы-пюре мне понадобилась тыква, но я посмотрела, замороженная тыква, она стоит, сколько же она, ну, меньше 100 рублей, то ли, в общем, я врать не буду, но меньше 100 рублей, но за килограмм там идет 100, по-моему, 20 с чем-то рублей, как-то так. Я посмотрела, что килограмм тыквы, вот просто нерезанный, стоит 22 или 24 рубля. Поэтому я взяла вот такую серую тыкву, это волжская тыква, насколько я знаю. Я сразу почитала, потому что, ну, полезная она, не полезная, было интересно.
Оказалось, что она достаточно полезная. Ну, сейчас она уже часто продается, потому что я помню, когда, ну, в общем, требовалась тыква такая по дизайну, и было сложно ее найти. Сейчас вот, пожалуйста. Но она самая дешевая по цене, потому что там еще была 24 рубля или 29 и 50 с чем-то. Ну, в общем, я взяла вот такую красоту. Я там сделаю фотки, сниму видео и потом, конечно же, ее порублю. Ушастику я, как всегда, приобрела булочку. Ну, это как бы так, просто булочка. А еще я ему выбрала вот Мираторг, легкое говяжье. Кстати, еще он 50 чем-то рублей, вот это все стоило за 50 грамм. А вернули еще 16 рублей на карту Ашан кэшбэком. Тоже очень классно и выгодно. Я ушастому и свежее, как бы легкое покупаю, отвариваю, режу на кусочки. Но это в основном даже было, когда нужно какие-то лекарства ему было давать. Потому, кстати, имейте в виду, это очень удобно. То есть покупаете легкое, отвариваете его, режете на кусочки. И я прям, знаете, вот так вот здесь, вот, ну, вареный кусочек ножницами вот так вот прорезала. Именно лучше всего делать это ножницами. И туда вставляла таблетку. Соответственно, собака быстренько это съедала. И это такое лакомство в небольших количествах, особенно если ни с чем другим не смешивать, с какими-то другими субпродуктами, как мне объясняли, это полезно, это вкусно для собаки. Это недорого для вас, потому что это максимально просто дешевый продукт, который легкий, которого много. Вот. Но поскольку сейчас вот просто полакомиться, решила. Я потому что посмотрела, он как-то стал сейчас по-другому реагировать на эти лакомства. То есть вроде никаких реакций плохих нет, потому что как раз-таки вот когда приезжала вот моя ученица, которую буду теперь чем-нибудь угощать вкусным, вот, они привезли вкусняшки. Да, Диане и Тане спасибо для ушастика. И я смотрю, он так за неделю все это схомячил потихоньку, и ничего плохого тьфу-тьфу не было. Ну, и я решила вот такое взять. Побаловать его. Еще я взяла сыр. Я беру сыр российский, новый. Он, правда, всегда за 200 грамм 99 стоил, сейчас 114. Но мне как бы нравится, как он плавится. В общем, идеально, потому что я пробовала вроде бы там еще какой-то, который я раньше брала, но мне не понравилось вот именно как плавится сыр. Была у меня одна канцелярская покупка, но это я в хобби-влоге покажу. Также взяла вот такие мешки для мусора, как всегда. Сыр, вот упаковочка такая. Он очень хороший на самом деле. Мне нравится. Ну, состав как бы не идеальный, но как бы и уж совсем ничего там плохого такого нет. Поэтому взяла это, как бы, главное, что он мне нравится. Ну вот, это все, что я приобрела. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.